Думаете, самая старая обсерватория во всей истории человечества обязательно находится в Египте или где-то на Ближнем Востоке среди привычных и хорошо изученных туристических маршрутов? Тогда как вам целое поле стоячих каменных глыб в высокогорном Кавказском Нагорье, часть которых пробита удивительно ровными отверстиями, направленными точно на определенные точки ночного неба? При том, что построено оно, по некоторым смелым научным оценкам, за многие тысячи лет до знаменитого британского каменного кольца. Или целый монастырь, значительная часть которого не построена в привычном смысле, а буквально вырублена прямо внутри скалы, вместе с колоннами, сводами и алтарями, полностью выдолбленными из цельного массива камня без единого добавленного блока. Или одна единственная пещера, в которой нашли самую старую в мире обувь и полноценное оборудование для производства вина возрастом в тысячи лет. Совершенно разные по назначению вещи, обнаруженные буквально в соседних помещениях одной и той же пещерной системы. Сегодня мы подробно пройдем по 9 местам Армении, которые убедительно показывают, этот небольшой, но удивительно насыщенный историей участок Кавказа хранит одни из самых древнейших свидетельств человеческой изобретательности на всей планете. А в финале нас ждет развернутое объяснение того, что же на самом деле объединяет каменную обсерваторию, пещерный монастырь и подземные вырубленные города в одну общую и цельную картину этой удивительной земли. Готовы? Тогда начинаем прямо сейчас. Прежде чем мы отправимся прямиком к полю стоячих камней, подпишитесь на канал, чтобы точно не пропустить следующую интересную точку на карте древнего мира. На высокогорном плато в южной части страны стоят несколько сотен вертикальных каменных глыб, часть которых достигает высоты человеческого роста и заметно выше. А некоторые из них пробиты ровными круглыми отверстиями в самой верхней части, ориентированными по расчетам ряда серьезных исследователей на точки восхода Солнца в дни равноденствий и солнцестояний, а также на определенные заметные звезды ночного неба. Общая планировка всего комплекса включает центральный курганный участок и расходящиеся от него в стороны лучами ряды камней, что дополнительно подпитывает давние споры о возможном совмещении погребальной и чисто наблюдательной функций в одном и том же сооружении. Возраст всего комплекса остается предметом по-настоящему ожесточенного научного спора. Одни датировки относят древнейшее сооружение к 7-8 тысячам лет назад, что делало бы это место одной из самых старейших известных обсерваторий во всей истории человечества. Другие исследователи куда осторожнее и считают часть камней значения более поздними по происхождению добавлениями к изначально более скромному по масштабу памятнику. Радиоуглеродный анализ органических остатков, найденных в непосредственной близости от отдельных камней, дает результаты, укладывающиеся в оба лагеря спорящих исследователей одновременно, поскольку сам комплекс, судя по всему, использовался и достраивался на протяжении нескольких сменявших друг друга эпох, а не был возведен единовременно по одному первоначальному плану. Спорная деталь в том, что сама астрономическая версия происхождения отверстий далеко не общепринята. Часть археологов настаивает, что комплекс изначально служил погребальным и ритуальным целям, а отверстия в камнях появились как побочный эффект эрозии или иной хозяйственной надобности, а вовсе не как продуманная система визирования звезд. Сторонники астрономической версии, в свою очередь, указывают на статистически значимую повторяемость направлений отверстий именно на ключевые точки солнечного и звездного циклов, что, по их мнению, слишком последовательно для случайного результата естественной эрозии или хозяйственной надобности, не связанной с наблюдением за небом. Если первое поле камней уже показалось вам достаточно странным, подождите. Дальше начинается целая система, которую современная наука объясняет далеко не одним единственным ответом. В глубокой известняковой пещере на самом юге страны археологи обнаружили полностью укомплектованную и хорошо сохранившуюся винодельню возрастом свыше 6000 лет. Просторную чашу для отжима винограда,
керамические сосуды для последующего брожения и длительного хранения, а также сохранившиеся семена винограда специально культивируемого сорта. Совокупность находок, которую специалисты признали древнейшим прямым свидетельством виноделия, обнаруженным где-либо в мире. Обнаруженные в чаше остатки виноградных косточек и раздавленных ягод позволили установить не только сам факт виноделия, но и примерный сорт использованного винограда, оказавшийся генетическим предком нескольких современных сортов, до сих пор выращиваемых в регионе. Прямая, почти непрерывная линия преемственности, растянувшаяся на многие тысячелетия виноградарской традиции. В той же самой пещерной системе, в соседнем небольшом помещении, нашли прекрасно сохранившийся кожаный башмак, аккуратно сшитый из цельного куска кожи и зашнурованный весьма характерным способом, который местные мастера используют в отдельных горных регионах до сих пор, спустя долгие тысячи лет после изготовления той самой найденной археологами пары. Спорная деталь в том, что сухой прохладный микроклимат именно этой конкретной пещеры сохранил органические материалы в состоянии, немыслимом для большинства других археологических памятников подобного возраста. Что ставит вопрос: сколько еще подобных находок могло попросту не сохраниться в менее удачных условиях в других частях региона? Помимо обуви и винодельческого оборудования, в той же пещерной системе обнаружили и человеческие останки, а также плетеные корзины и высушенные фрагменты растений. Совокупность находок, позволяющая реконструировать повседневную жизнь местных обитателей с необычной для столь древнего периода детализацией, недоступной большинству других археологических памятников региона. Но мы все еще не дошли до самого главного. То, что случилось дальше в истории этого места, полностью меняет смысл всего, что вы уже успели увидеть до этого. Напишите в комментариях, какая из этих двух находок кажется вам более неожиданной: древняя обсерватория или винодельня возрастом в тысячи лет. Обнаруженная в пещере обувь оказалась практически идентична по конструкции традиционной горной обуви, которую местные жители в отдельных регионах шьют и носят до сих пор. Редчайший случай прямой непрерывности ремесленной традиции, прослеживаемой на протяжении нескольких тысячелетий практически без изменений в базовой конструкции изделия. Спорная деталь в том, что размер найденного башмака соответствует ноге взрослого человека небольшого роста, а его владельца или владелицу, разумеется, установить по одной лишь обуви невозможно, оставляя простор для домыслов о том, кому именно принадлежала эта древняя пара. Мы все еще не дошли до главного. То, что случилось дальше, меняет смысл всего выпуска. В глубоком скалистом ущелье сохранился крупный монастырский комплекс, часть построек которого возведена самым обычным способом из аккуратно тесаного камня, а другая, не менее важная часть, вырублена прямо в толще скалы целиком, вместе с колоннами, сводами, специальными нишами для икон и даже мельчайшими элементами декора, полностью выдолбленными из единого цельного массива породы без единого добавленного извне каменного блока. Изначально, согласно устойчивому преданию, монастырь был основан именно рядом с природным источником, бьющим прямо внутри одной из пещер, что и определило особый сакральный статус этого места задолго до появления здесь первой монашеской общины. Спорная деталь в том, что сама реликвия, ради которой монастырь в итоге получил свое нынешнее название, по устойчивому преданию часть древнего оружия, которым был нанесен удар легендарному копью, была принесена сюда значительно позже самого основания монастырского комплекса. А точная подлинность этой реликвии, разумеется, остается исключительно вопросом личной веры, а вовсе не строго доказанного исторического факта. Отдельного внимания заслуживает сама техника вырубки монастырских помещений Гегарда. Мастера работали исключительно сверху вниз, начиная с потолка будущего зала и постепенно опускаясь к полу. Метод полностью противоположный привычному строительству снизу вверх,
но единственно возможный при высекании полости внутри цельного скального массива, где нельзя просто добавить еще один блок, если что-то пошло не так с расчетом пропорций. Если вы уже подумали, что увидели сегодня самое странное место в этих высоких горах, вы серьезно ошибаетесь. В отвесном скальном массиве сохранился целый пещерный город, непрерывно обитаемый на протяжении многих веков подряд и заброшенный местными жителями лишь в середине 20 века. Сотни рукотворных пещер, соединенных узкими проходами и лестницами, служили жильем, хлевами для скота, часовнями и оборонительными позициями одновременно. Отдельные помещения соединены между собой лишь узкими лазами, требующими протискиваться почти ползком. Планировка, которая делала внутреннее перемещение неудобным для чужаков, но вполне комфортным для местных жителей, знавших расположение проходов наизусть с детства. По оценке исследователей, вырубленные помещения этого пещерного города могли одновременно вмещать несколько тысяч человек вместе со скотом и запасами продовольствия, что делало поселение практически автономным на протяжении длительной осады. Редкий пример полностью самодостаточного укрепленного поселения, построенного без единого наземного здания. Расположение поселения на крутом склоне ущелья делало его труднодоступным для набегов, а сами пещеры хорошо сохраняли тепло зимой и прохладу летом, благодаря толстому слою окружающей породы. Последние семьи покинули этот пещерный город лишь в середине 20 века, переселившись в более современные дома неподалеку. А значит, живая память о повседневной жизни внутри скалы сохранилась не только в археологических отчетах, но и в устных рассказах еще живущих потомков последних обитателей этого необычного поселения. Спорная деталь в том, что часть исследователей относит древнейшие пещеры этого комплекса к раннему Средневековью, тогда как другие находят следы куда более ранней дохристианской обработки скалы. То есть возраст самого древнего ядра поселения по-прежнему не установлен однозначно. А если вы уже бывали в местах, где люди жили внутри самой скалы, а не рядом с ней, расскажите в комментариях о своих впечатлениях. На самом краю глубокого ущелья, на юго-востоке страны, стоит хорошо известный монастырский комплекс Татев, а рядом с одной из его церквей до сих пор сохранилась восьмигранная каменная колонна, установленная таким образом, что ее верхняя часть способна заметно раскачиваться при малейшем подземном толчке, а затем плавно возвращается точно в исходное положение. Остроумная конструкция, которую местные жители на протяжении многих веков успешно использовали как простейший, но при этом весьма действенный сейсмограф, определяя приближение и примерное направление землетрясения по характеру раскачивания колонны. Учитывая крайне высокую сейсмическую активность региона, подобное сооружение представляло не декоративную, а вполне практическую ценность для монашеской общины, жившей на краю обрыва в постоянной готовности к подземным толчкам. Похожие балансирующие конструкции, хотя и значительно менее известные, встречаются еще в нескольких средневековых постройках региона, что говорит о существовании определенной строительной традиции сейсмоустойчивых элементов, а не о единичном изобретении отдельного гениального мастера. Спорная деталь в том, что точный инженерный расчет, позволивший колонне веками сохранять эту балансирующую способность без разрушения, до сих пор изучается специалистами по сейсмостойкому строительству, как редкий пример средневековой инженерной мысли, опередившей свое время. Современные инженеры-сейсмологи признают, что воспроизвести подобную конструкцию с той же долговечностью и точностью баланса, не имея доступа к оригинальным расчетам средневековых мастеров, оказывается на удивление сложной задачей, даже с использованием современных компьютерных моделей. Помимо чисто практической сейсмографической функции, эта колонна монастыря Татев служила и своеобразным духовным символом стойкости для самой монашеской общины. Сама способность конструкции гибко гнуться, но никогда не ломаться под ударами разбушевавшейся стихии, воспринималась как наглядная метафора религиозной веры, способной выдержать абсолютно любые внешние потрясения.
Духовное толкование, которое монахи веками передавали приходящим паломникам вместе с чисто практическим объяснением сейсмографического назначения этого необычного сооружения. Мы все еще не дошли до главного. То, что случилось дальше, меняет смысл всего выпуска. На равнине неподалеку от современной столицы возвышается языческий храм, построенный в эллинистическом стиле с колоннадой и портиком, разительно напоминающий классические греческие и римские постройки. Хотя расположен он в самом сердце Кавказа, вдалеке от традиционных центров античной цивилизации. Храм посвящался божеству Солнца и служил летней резиденцией местных правителей, пока страна официально не приняла христианство одной из первых в мире, после чего многие языческие святилища подверглись разрушению. Этот же храм, по одной из версий, уцелел именно потому, что использовался не только как святилище, но и как часть дворцового комплекса. Рельефы на сохранившихся фрагментах постройки изображают сцены, типичные для эллинистической традиции по всему Восточному Средиземноморью, но выполненные явно местными мастерами. Синтез стилей, отражающий более широкое культурное влияние античного мира на Кавказ в период, предшествовавший принятию христианства. В XVII веке сильное землетрясение обрушило постройку почти полностью. И то, что видят посетители сегодня, представляет собой реконструкцию советского периода, выполненную по сохранившимся фрагментам оригинальных колонн и архитектурным описаниям. Реставраторы советского периода сознательно приняли решение восстановить лишь часть колоннады, оставив другую часть в руинированном виде. Компромиссное художественное решение, позволяющее посетителю одновременно увидеть и первоначальный облик храма, и материальное свидетельство разрушительной силы землетрясения, стершего оригинальную постройку с лица земли. Сама реликвия, о которой идет речь в предании о монастыре Гегард, на протяжении многих веков подряд хранилась именно здесь и была перенесена в другое, более безопасное место лишь сравнительно недавно. Обстоятельства, которые местные хранители монастыря до сих пор воспринимают с определенной грустью, поскольку присутствие подобной реликвии на протяжении столетий определяло статус обители как одного из важнейших пунктов паломничества во всем регионе, стабильно привлекая верующих издалека. Мы все еще не дошли до главного. То, что случилось дальше, меняет смысл всего выпуска. Возле современного города, на самом западе страны, сохранились остатки поселения Бронзового века, которое исследователи давно называют одним из самых первых металлургических центров всего региона. Здесь регулярно находят следы плавильных печей, разнообразные металлические орудия и остатки ремесленных мастерских. А часть построек включает приподнятую каменную платформу, которую отдельные ученые интерпретируют именно как обсерваторную наблюдательную площадку, использовавшуюся, судя по всему, для регулярного наблюдения за движением небесных тел параллельно с основным металлургическим производством. Спорная деталь в том, что прямая связь между металлургической и предполагаемой астрономической функциями этого памятника пока не доказана напрямую и остается скорее интересной гипотезой, чем твердо установленным научным фактом. Но сам факт возможного совмещения технологического и наблюдательного назначения в одном единственном комплексе, если версия все же подтвердится, станет по-настоящему редким примером для целого региона такого почтенного возраста. У самого подножия горы, которую издавна связывают с преданием о Ноевом ковчеге, стоит древний монастырь, построенный прямо над глубокой каменной ямой, в которой, согласно устойчивому церковному преданию, много долгих лет провел в тяжелом заточении проповедник, впоследствии обративший всю страну в христианство, одной из самых первых в мире. Сама яма сохранилась до наших дней внутри монастырского комплекса, и спуститься в нее по узкой лестнице можно и сегодня. Редкий случай, когда место легендарного заточения не реконструировано условно, а показывается практически в первоначальном виде. Глубина этой ямы такова, что дневной свет практически не достигает дна,
а сам спуск по приставной металлической лестнице требует определенной физической подготовки. Переживание, которое современные посетители описывают как редкую возможность хотя бы отчасти прочувствовать условия многолетнего заточения, о котором повествует церковное предание. Отсюда же открывается один из самых узнаваемых видов на саму гору с библейской горой на переднем плане. Хотя формально сегодня она находится по другую сторону государственной границы. Соседство, придающее месту дополнительный символический вес для многих посетителей. Сам монастырь на протяжении многих веков служил не только религиозным, но и своеобразным политическим символом. Даже после смены нескольких империй и государственных границ в регионе он оставался местом, куда стекались паломники со всей исторической территории расселения армянского народа, вне зависимости от того, по какую сторону очередной новой границы им довелось родиться. Металлургический центр бронзового века, обнаруженный близ современного города, поражает не только масштабом плавильного производства, но и разнообразием найденных изделий. Помимо оружия и орудий труда, здесь находят и явно церемониальные предметы. Миниатюрные металлические фигурки животных и людей, назначение которых, судя по всему, было исключительно ритуальным, а не практическим. Спорная деталь в том, что уровень металлургического мастерства, зафиксированный в этом конкретном комплексе, заметно превосходит показатели других синхронных памятников региона, что заставляет предполагать существование здесь специализированной мастерской, обслуживавшей более широкую территорию, чем одно только близлежащее поселение. Как думаете, зачем древним жителям Кавказа понадобилась настолько точная астрономическая система наблюдения? Напишите свою версию в комментариях. В религиозной традиции всего региона высокая гора на границе с современной Турцией традиционно и устойчиво связывается с местом, где, согласно библейскому преданию, окончательно остановился Ноев ковчег уже после завершения всемирного потопа. Легенда, укоренившаяся в местной культуре настолько глубоко и прочно, что сама гора давно стала главным национальным символом страны, хотя формально уже давно находится на территории соседнего государства. На протяжении столетий предпринимались десятки экспедиций в поисках остатков ковчега на ее склонах, ни одна из которых не привела к однозначному научному подтверждению находки. А сложный горный рельеф и непростая политическая обстановка в самой приграничной зоне делают полноценные систематические научные поиски крайне затрудненными вплоть до сегодняшнего дня. Периодически появляющиеся сенсационные сообщения об обнаружении обломков ковчега неизменно вызывают всплеск международного медийного интереса. Но при более тщательной научной проверке каждый раз оказываются либо естественными геологическими образованиями, схожими по силуэту с корабельным корпусом, либо и вовсе намеренными мистификациями, рассчитанными на привлечение внимания и финансирование доверчивых спонсоров подобных экспедиций. Мы все еще не дошли до главного. То, что случилось дальше, меняет смысл всего выпуска. Ежегодные экспедиции сразу нескольких международных научных групп, активно работающих в стране совместно с местными армянскими археологами, продолжают выявлять новые памятники практически в каждом полевом сезоне. Плодотворное сотрудничество, ставшее особенно активным именно в последние десятилетия по мере устойчивого роста международного научного интереса к прежде явно недооцененному культурному наследию всего Кавказского региона в целом. Кажется, что все эти находки – просто разрозненные памятники разных эпох и назначений. Но у них есть общий знаменатель, который геологи объяснили лишь в последние десятилетия. Весь Кавказский регион лежит на стыке сразу нескольких тектонических плит и относится к одной из самых сейсмически активных зон всей Евразии, что убедительно объясняет сразу несколько увиденных нами сегодня фактов. Разрушение и последующую реконструкцию языческого храма. Труднодоступный горный рельеф, надежно защищавший пещерные поселения от завоевателей.
И даже саму удивительную сохранность отдельных памятников, которым удалось пережить многочисленные землетрясения лишь благодаря особенностям конструкции, вырубленной прямо в устойчивой скальной породе, а не сложенной из отдельных, потенциально нестабильных блоков. Кажется, что тайна Древней Армении наконец раскрыта. Тектоника объясняет разрушение, рельеф объясняет изоляцию. Но у этой истории есть последний поворот. Геофизическая разведка последних лет в окрестностях уже хорошо известных памятников выявила четкие признаки еще не изученных подземных структур и неисследованных захоронений. А споры о точной датировке поля стоячих камней продолжаются именно потому, что систематические раскопки на значительной части территории комплекса все еще не завершены. Это значит, что окончательный возраст одной из самых обсуждаемых потенциальных обсерваторий в мире может измениться еще не раз по мере продолжения исследований. Каждая новая раскопочная кампания добавляет к общей картине новые слои, а вместе с ними и новые вопросы, на которые пока нет однозначного ответа даже у самых опытных специалистов, работающих на этом памятнике уже не первое десятилетие. Так что же объединяет каменную обсерваторию, пещерный монастырь и подземные вырубленные города в одну общую картину этой земли? Ответ, судя по всему, заключается в том, что жители этого неспокойного, сейсмически крайне активного региона на протяжении многих тысячелетий подряд учились не бороться напрямую с горой, а строить внутри нее и вместе с ней, вырубая, а не возводя заново. И именно эта неочевидная на первый взгляд стратегия оказалась в итоге куда долговечнее любой отдельно стоящей каменной кладки. Каждый памятник, показанный сегодня в этом выпуске, по-своему подтверждает одну и ту же логику выживания. Колонна, которая гибко раскачивается вместо того, чтобы попросту упасть. Храм, который органично встроен прямо в скалу, вместо того, чтобы стоять отдельно от нее. Целый город, вырубленный внутри горы, вместо того, чтобы быть построенным открыто на самой ее вершине. Везде прослеживается один и тот же принцип разумной уступки природе. Именно там, где прямое сопротивление ей неизбежно означало бы скорое и неминуемое разрушение. Особую и весьма значимую роль в изучении и бережном сохранении подобных памятников всего региона играют местные реставрационные школы, обучающие новых мастеров традиционным техникам искусной резьбы по камню, практически не изменившимся со времен глубокого Средневековья. Навык, который сегодня применяется не только для бережной консервации уже существующих построек, но и для максимально точного восполнения утраченных фрагментов декора именно там, где подлинный оригинал был безвозвратно разрушен либо временем, либо самим человеком. Если это место кажется вам таким же удивительным, как и нам, поставьте, пожалуйста, в комментариях цифру от 1 до 3. Что удивило вас сегодня больше всего? Загадочная каменная обсерватория, пещерный монастырь или древняя винодельня возрастом в 1000 лет? А если вы знаете другие подобные места, где люди веками учились жить в согласии с сейсмически активной Землей, а вовсе не вопреки ей, обязательно поделитесь ими в комментариях. Помимо уже подробно упомянутых памятников, эта небольшая страна хранит еще и десятки менее известных, но ничуть не менее почтенных по возрасту средневековых монастырей, разбросанных по труднодоступным горным ущельям. Многие из них до сих пор доступны только пешком, верхом или на крепком внедорожнике по грунтовой горной дороге. А часть была заново открыта для широкой публики лишь в последние десятилетия после десятилетий забвения в советский период, когда религиозные постройки не поддерживались государством и постепенно приходили в упадок. На этом наше сегодняшнее путешествие по Древней Армении подходит к концу. Подписывайтесь на канал, чтобы вместе с нами и дальше искать следующую точку на карте древнего мира. Там, где иногда самое прочное строение – это вовсе не то, что заново построили, а то, что аккуратно вырубили из самой горы, оставив камню делать то, что он умеет лучше всего на свете. Просто стоять на месте столетие за столетием без единой трещины.